Guten Morgen. Ну вот мы и докатились до альтернативы для Германии. Мы начинали с крайне левых, показывали правых, и вот мы дошли до политической силы, которую некоторые люди называют едва ли не фашистской. В одном из городов Германии состоялась конференция альтернативы для Германии. И я должен заметить, что в прошлом году дважды сорвались такого же рода мероприятия, потому что залы давали разрешение на проведение их, но получали потом массовые звонки с угрозами. Является ли это диктатурой, левой диктатурой? Я не знаю. Для начала я вам покажу, что происходило внутри ратуши, где и состоялось мероприятие. А потом я вам покажу, что происходило за стенами ратуши. Почетные гости, представительница альтернативы для Германии Фрауке Петри и председатель альтернативы для Германии земли Северная Рейн-Вестфалия Маркус Прецел заходят в зал. Дамы и господа, дорогие смелые граждане, мы все знаем, что мы сегодня находимся в историческом месте. Когда я в первый раз приезжала смотреть место Вестфальского мира, я была еще школьницей. В начале нового политического года нужно смотреть в прошлое и немного в будущее. Поэтому вспомним, каким был 16-й год. Это был год, который останется у нас в голове как год, когда террор дошел до Германии. Мы пережили исламских радикалов в Вюрцбурге, Ансбахе и Берлине. Мы пережили эксцессы в Кёльне и в других городах. И то, как насильники, без какого-либо контроля и с нарушением Конституции, были впущены в страну. И, конечно, далеко не все мигранты являются исламистами или преступниками. Многие люди имеют реальную причину убегать из своей страны. Но именно в их собственных интересах идентифицировать исламских радикалов, наказывать за преступления и решительно высылать из страны. Именно имея в виду тех, кто на улице сейчас кричит, вместо того, чтобы дискутировать и аргументировать, мы не перестанем утверждать, что федеральное правительство провалило свою задачу защищать своих граждан. Тот, кто показывает проблемы, не является подстрекателем, провокатором, не является правопопулистом, хотя мы уже привыкли к такому названию, а является просто реалистом. Мы постоянно констатируем тот факт, что это люди, которые не хотят аргументировать, которым не хватает идеи решения проблем. У нас есть позитивное видение этой страны, потому что Германия, которую мы хотим построить, будет открытой для всех, кто интегрируется, но не для тех, кто хочет жить по своим законам и ставит требования к обществу, не делая для этого общества ничего. Мы открыты и гостеприимны, но мы не глупы и не наивны. В 2016 году Греция не выздоровела, несмотря на многомиллиардные подарки. А на самом деле все стало хуже с одной лишь разницей, что немецкий налогоплательщик ручается за несколько миллиардов больше. В 2016 году для всех реалистов было понятно, что Германия в Европе стоит так изолированно, как она не была изолирована с 1949 года. Как западноевропейцы, так и восточноевропейцы отворачиваются от немцев. Дорогие дамы и господа, 2016 год показал и то, что перемены возможны. Мы все являемся свидетелями исторического события, точнее выбора Дональда Трампа президентом Америки.
Пусть они занимали прочное положение, Америка показала. За их отстранение от должности проголосовать можно. Даже в свободной Америке был центральный лозунг Трампа, уже провокации: «We want our country back». Это было вызовом политическим элитам, которые имеют выгоды от глобализации, продвигают ее, но в большинстве случаев они продвигают ее в ущерб обычным гражданам, которые должны за это платить. Это было вызовом против безграничной массовой миграции в западные страны. Это было обещанием принимать простой факт, что безопасность, закон, свобода и гражданские права могут только лишь существовать внутри своих границ. И британцы сказали «We want our country back» в июне прошлого года. Дамы и господа, да. И мы хотим нашу страну обратно. Мы хотим нашу страну обратно от меркелевского правительства, прежде чем она с ее политикой окончательно превратят ее в руины. Мы хотим также обратно нашу страну от брюссельских еврократов, которые хотят подчинить целый континент централистическому режиму. И да, мы хотим нашу страну обратно от лево-зеленого медиального истеблишмента, который создает климат морального шантажа и постоянного подозрения в радикальности и в экстремизме. Давайте используем 2017 год для того, чтобы поднять и выбросить подальше сырный колпак политкорректности, под которым наша страна потеряла умение дышать свободно. Дорогие дамы и господа из прессы, хотел бы обратиться к вам, так как я был вами цитирован. Цитата была удивительным образом очень короткой. Иногда надо после первой половины предложения и вторую цитировать. Я был цитирован так: «Израиль – наше будущее». Вполне бессмысленная цитата, если взять ее отдельно. Что я имел в виду? После этого было минимум еще одно предложение. Если мы смотрим на Израиль, то мы понимаем, что происходит в Европе. Имею в виду исламистский террор и состояние внутренней опасности. Израиль показывает нам некоторые нужды для обеспечения внутренней безопасности в Европе в будущем. Но для этого нужна воля. Воля, которую Германия сейчас не имеет. Эту волю называют патриотизмом. Дамы и господа, именно мы, немцы, имеем проблему с нашей идентичностью и патриотизмом. Конечно же, является провокацией, когда какая-то партия, такая как Альтернатива для Германии, во всей своей программе делает одно – является патриотической по всему спектру своей политики. Которая ставит свои интересы на первое место, которая ставит интересы своих граждан на первое место. Я вам скажу честно, для меня неприемлемо, когда мы в Германии только и говорим о том, что для того, чтобы решить демографическую проблему, нам нужна миграция. Я получаю информацию о партии «Альтернатива для Германии», сидя тут и слушая речи, и задавая вопросы. Я не стою на улице и не кричу. Я считаю это правильнее. Как вы дефинируете отношения с Россией? По отношениям с Россией.
Существует немецкий интерес взаимодействия в первую очередь на экономическом уровне. По той простой причине, что Россия очень богатая сырьем страна. И это что-то, чего не хватает Германии. Германия высокотехнологичная страна и планирует такой остаться. Поэтому Германии нужен и такой большой рынок сбыта, как Россия. Есть очень много сотрудничающих компаний, которые страдают из-за санкций. Поэтому я думаю, что это соответствует немецким интересам иметь хорошие отношения с Россией. Мы также не можем игнорировать и то, что несмотря на все это, есть некое военное напряжение. Но это все нужно рационально анализировать и смотреть, откуда взялось напряжение. Чтобы мы могли давать оценку, представляет ли Россия из себя на самом деле опасность для европейского мира. И если смотреть предысторию аннексии Крыма, то видно, что все на самом деле начиналось совсем с других вещей. Это противоречащие нормам международного права вмешательства в бывшей Югославии. Потом было вмешательство в Ираке. Оно также затронуло российские интересы. Потом вмешательство в Сирии. В Тартусе находится единственный российский средиземный порт. И это затрагивает русские интересы. А потом началось, это тоже нарушает международное право, финансовое кормление украинской оппозиции. Это вмешательство во внутренние дела государства. Это противоречит нормам международного права. Кстати, это то же самое, что сделало федеральное правительство, когда поддержало Хиллари Клинтон 5 миллионами евро немецких налогоплательщиков. И если смотреть на реакцию, принимая во внимание все вышеперечисленное, то надо сказать, да, реакция нехорошая. Но то, что происходило до этого, намного более нехорошее. И если иметь это все в виду, то при оценке, кто на самом деле нарушает европейский мир, будет, возможно, немного иная оценка, чем это изображается у нас в медийном пространстве. Это значит, что мы не должны быть наивными по отношению к России. Потому что Путин защищает российские интересы, а не немецкие интересы. Мы хотим защищать немецкие интересы, а не российские интересы. Но Россия была бы очень хорошим партнером. Что должна делать Украина для того, чтобы улучшить отношения с Европейским Союзом или Германией, и для того, чтобы закончить войну? Одновременно, что должна делать Германия, чтобы и сотрудничать с Россией, и чтобы одновременно закончилась война в Украине? Я думаю, что у Украины самая тяжелая роль в этой всей истории, потому что она превратилась в игрушечный мяч. Это значит, что Украина уже не хозяин своей собственной территории, потому что там играют роль русские, американские, европейские интересы. И те, кто имеют самое маленькое влияние на свою же собственную страну, так это украинцы. Это значит, что самое первое, что должны были бы сделать украинцы, это выбросить из страны все внешнее влияние. В сегодняшней ситуации, конечно, это легче сказать, чем сделать. Я это понимаю. Поэтому мир будет только с помощью переговоров между американцами и русскими. И я скажу, что благодаря выбору президентом Америки Дональда Трампа есть шанс на примирение интересов между Россией и Америкой, что в свою очередь может означать, что наступит мир в Украине и наконец закончится внешнее влияние. Это привело бы Украину к миру. И это дает шанс на приближение к Европейскому Союзу, и в частности к Германии вместе с Россией, так как это невозможно без или против России. Я думаю, что Украина и Россия, как бы это ни было тяжело в следующие месяцы и годы,
должны сблизиться к Европе вместе. Потому что если это делает только один из них, то это приводит к напряженности. Альтернатива для Германии является евроскептической партией. Интересным считаю вопрос, останется ли Европа такой, какой она есть сейчас? Если да, то что должна делать Украина, чтобы быть частью этого союза? И вообще, возможно ли это? Я бы дал Украине срочный, неотложный совет не стать членом Европейского Союза. Потому что этого не хотят даже турки. И они знают почему. Потому что этот Европейский Союз с этой структурой, я не имею в виду отдельные государства внутри Евросоюза. Потому что если взять отдельные страны, то все вместе сильны. Но им нужна другая конструкция взаимной работы. Я считаю, что Европейский Союз в той форме, в которой он есть сегодня, не будет иметь особо уж долгую жизнь. Ну а теперь, собственно, я вам покажу, что происходило за стенами ратуши. И то, как вели себя представители левых сил, это не показали местные СМИ. Нет, местные СМИ показали, что люди просто собрались, мирно протестовали и играли на гитарах. Я по-прежнему не буду высказывать своего личного мнения по поводу правых, левых сил, центристов. И я скажу лишь одно, я не приемлю любую диктатуру, и левая диктатура ничем не отличается от правой диктатуры. Фу, отвратительно, противно. Извините, я снимаю для украинского медиа. Можно ли узнать ваше мнение? Нет, ты можешь стать рядом с нами и не снимать. Спасибо. Может быть, вы хотели бы ответить на вопрос? Я делаю видео сегодня для украинского медиа, для канала YouTube. Чё этот идиот говорит? Сматывайся отсюда. Что? Что ты делаешь? Что ты имеешь в виду? Говорю, ты должен уйти отсюда. Ты мне не будешь рассказывать, что я должен. Я спрашиваю, могу ли я задать вопросы определенные. Ты мне не должен говорить, что мне делать. Ты тут не должен снимать, заканчивай. Каково ваше мнение? Мы хотим слышать мнение обеих сторон, что думают люди. Фу, реально противно. Фу, стыдитесь, отвратительно. Надпись на плакате. Неважно, какое говно ты выбираешь, ты должен его жрать. Ты можешь быть нацистом, но тогда ты говно. Фу, отвратительно, стыдитесь. Людей фотографируются вспышкой на глазах у полиции.